Антарктида. Самое холодное и одно из самых недоступных мест на планете. Место, которое веками казалось мертвым и безжизненным. Но в последние десятилетия технологии позволили взглянуть под толщу льда, скрывающую этот континент. И то, что там увидели ученые, буквально лишило их дара речи. Под ледяным панцирем толщиной в несколько тысяч футов радарное оборудование зафиксировало странные формы. Они были слишком ровными, слишком симметричными, чтобы быть обычным проявлением природы. Огромные линии, прямые углы, структуры, похожие на стены и купола, расположенные на глубине, куда солнечный свет не пробивался миллионы лет. Официальная наука осторожна в выводах, но в кулуарах ученых конференций шепотом обсуждают. Возможно, это остатки древнего города. Но как цивилизация могла существовать в месте, которое сегодня кажется полностью непригодным для жизни? Ответы на этот вопрос уводят нас далеко в прошлое, туда, где история и мифы переплетаются так, что уже сложно отличить одно от другого. И чем глубже мы будем смотреть под этот лед, тем более странными будут находки. Снимки, что ошеломили ученых. Переломный момент произошел, когда орбитальные спутники и специальные самолеты, оснащенные георадарами, начали картографировать Антарктиду. Первые же снимки вызвали бурю в научном сообществе. На некоторых участках были заметны идеально круговые образования диаметром в сотни ярдов, цепочки прямоугольных структур и даже объекты, напоминающие дороги. Исследователи из НАСА и Европейского космического агентства не спешили делать сенсационные заявления, но признали: аномалии есть, и они требуют изучения. Несколько кадров даже утекли в сеть, вызвав настоящую панику среди любителей теорий заговора. Одни уверяли, что это доказательство существования древнего мегаполиса, другие говорили о гигантских машинах, замерших подо льдом. Однако самые опытные геологи отмечают, для природы такие идеальные формы крайне необычны. И если они искусственного происхождения, то их возраст может исчисляться десятками тысяч лет, задолго до появления письменной истории человечества. Но чтобы понять, с чем мы имеем дело, ученые обратили внимание на еще более загадочные объекты. Гигантские аномалии. В самом сердце Восточной Антарктиды радары зафиксировали нечто настолько огромное, что масштабы поражают. Под ледяным слоем в несколько тысяч футов скрываются структуры, протянувшиеся на многие мили. Некоторые из них имеют форму куполов, высотой в несколько сотен футов, другие напоминают гигантские башни или пирамиды. Самое странное, что все они расположены в определенном порядке, как будто выстроены по плану. Исследователи, изучившие данные, сравнивают их с древними мегалитическими комплексами, но здесь масштаб в десятки раз больше. И это не единичная находка. Подобные аномалии зафиксированы в разных точках континента. Ни один известный природный процесс не способен создать такую сеть ровных и сложных структур. Но если это дело рук разума, то кто был способен построить такое в условиях, когда континент еще не был покрыт льдами? Впрочем, есть места, о которых ученые вообще не говорят открыто. Там, куда доступ строго ограничен. Запретная зона Антарктиды. Антарктида — единственный континент, на который действует международный договор, запрещающий любые военные действия и ограничивающий добычу полезных ископаемых. Но есть участки, куда не допускают даже научные экспедиции. В архивах можно найти упоминания о зонах с координатами, куда не пускают даже при наличии разрешений. Обоснования звучат формально. Опасные трещины, неблагоприятные погодные условия, защита уникальных экосистем. Но среди исследователей ходят слухи, что в этих местах находятся объекты, которые могут изменить наше представление о прошлом планеты. Некоторые из этих закрытых зон совпадают с районами, где зафиксированы аномалии георадара. И хотя официальные лица отрицают связь, совпадение выглядит слишком странным. Иногда, чтобы понять запрет, нужно заглянуть вглубь веков и вспомнить, что человечество знало об Антарктиде задолго до ее официального открытия. Легенды древних карт. В XVI веке турецкий адмирал Пири Рейс составил карту мира, на которой Антарктида была изображена без ледяного покрова. Это невозможно, если учесть, что континент был официально открыт только в XIX веке. Более того, на карте изображен берег с подробностями, которые ученые смогли подтвердить только с помощью современных технологий. Подобные карты встречаются и у других древних мореплавателей. Они намекают, что южный континент когда-то был свободен ото льда и, возможно, населен. Но откуда мореплаватели прошлого могли знать, как выглядит береговая линия под километровыми толщами льда? Некоторые историки предполагают, что это следы знаний, переданных от очень древней цивилизации, существовавшей задолго до известных нам культур. Другие считают это совпадением или фантазией картографов. Но чем больше мы изучаем старинные документы, тем сильнее ощущение, что Антарктида хранит память о времени, когда на ней жили люди. И подтверждение этому можно найти в рассказах тех, кто впервые ступил на этот ледяной континент.
Свидетельства первых экспедиций. Когда в конце 19 и начале 20 столетия первые смельчаки отправились вглубь Антарктиды, их основной целью было доказать, что человек способен выжить в этих условиях. Но, как ни странно, в дневниках и отчетах экспедиций встречаются фрагменты, которые редко цитируют в официальных историях. Например, британская экспедиция Роберта Скотта описывала странные каменные образования, которые не напоминали привычные ледяные гряды. Один из членов команды писал, что они казались остатками стен, давно разрушенных и занесенных снегом. Во время норвежской экспедиции Руаля Амундсена в районе, отдаленном от побережья, были найдены камни с необычными резными узорами. Никто не смог точно объяснить их происхождение, и находки быстро исчезли в частных коллекциях. Подобные истории можно найти и в записях советских экспедиций середины 20 века. Но чем дальше вглубь континента продвигались исследователи, тем больше странностей они фиксировали. И одна из самых громких теорий родилась именно тогда. Гипотеза древней цивилизации. В середине 20 века группа ученых, изучавших геологические данные Антарктиды, выдвинула смелую версию. Возможно, континент был обитаем десятки тысяч лет назад, задолго до того, как его покрыли льды. Эта идея получила развитие в трудах нескольких независимых исследователей. Согласно гипотезе, в теплые периоды, когда климат Земли был мягче, на Антарктиде могла развиться цивилизация, сопоставимая по уровню развития с древними египтянами или шумерами. Доказательства? Странные спутниковые снимки, непонятные геометрические формы подо льдом, а также карты, которые изображают Антарктиду без ледяного панциря. Конечно, официальная наука критикует эту версию, указывая на отсутствие археологических находок. Но сторонники теории считают, что все материальные следы погребены под километровыми толщами льда, и обнаружить их можно только при помощи современных технологий. Эта гипотеза неожиданно перекликается с легендами многих народов, которые говорили о загадочной земле на далеком юге. Антарктида в мифах мира. Мифы о далеком южном континенте встречаются у древних греков, китайцев, индусов и даже у полинезийцев. Древнегреческие философы называли эту землю Terra Australis и считали, что она уравновешивает материки северного полушария. В некоторых полинезийских преданиях есть истории о путешествиях на юг, где находилась земля, полная птиц и животных, но погруженная в вечный холод. В индийских текстах встречаются упоминания о ледяной горе, где боги прятали свои тайны от людей. Хотя это может быть всего лишь совпадением, есть ощущение, что память о Южной Земле прошла сквозь века. И если соединить эти легенды с геологическими данными, получается удивительная картина. Однако настоящие сенсации начались, когда ученые обнаружили то, что в принципе не должно было существовать под льдом. Огромные озера, изолированные миллионы лет. Тайна подземных озер. Под километровой толщей льда Антарктиды скрывается более 400 озер. Одно из самых известных — озеро Восток, размером почти с американский штат Коннектикут. Оно находится на глубине более 2 миль под поверхностью и было изолировано от внешнего мира миллионы лет. Температура в озере выше нуля по Фаренгейту благодаря геотермальному теплу, и ученые полагают, что там может существовать уникальная экосистема, неизвестная современной биологии. Но есть и куда более смелые версии, что в этих водах могут храниться следы древней цивилизации или даже неизвестных форм жизни. Когда российская команда пробурила скважину и получила образцы воды, лабораторные анализы показали наличие странных микроорганизмов, не встречающихся нигде на планете. Это открытие породило массу споров, являются ли они доказательством древней эволюционной линии или результатом загрязнения проб. Но если такие озера существуют, значит подо льдом Антарктиды может быть куда больше того, о чем мы пока даже не догадываемся. Необычные находки в льдах. В разные годы в толще антарктических льдов находили вещи, которые трудно объяснить. Среди них окаменевшие останки растений, которые росли в теплых и влажных условиях. Кости древних животных, не приспособленных к холоду, и даже загадочные металлические обломки, происхождение которых остается спорным. В конце 20 века ученые нашли фрагменты древесины, возраст которой составил миллионы лет, что подтверждает, когда-то Антарктида была покрыта лесами. А в 2016 в пробах льда были обнаружены частицы метеоритного происхождения, намекающие на катастрофу, которая могла радикально изменить климат. Некоторые находки вызывают еще больше вопросов, например, образцы с вкраплениями сплавов, которые выглядят как продукт промышленной обработки. Конечно, официально такие находки относят к современному загрязнению, но конспирологи считают их косвенным доказательством существования древних технологий. И чем больше находок извлекают изо льда, тем острее становится вопрос, что же реально происходило на этом континенте в далеком прошлом. Геологические загадки.
Геологическая история Антарктиды куда сложнее, чем принято думать. Исследования пород, поднятых со дна Южного океана и из ледяных кернов, показывают, что когда-то континент был частью гигантского суперконтинента Гондваны. Более того, пыльца и окаменевшие листья свидетельствуют, что здесь когда-то царил субтропический климат с густыми лесами и множеством животных. Но ученых смущает не только факт прошлой тропической Антарктиды, но и резкая смена климата. Данные указывают на то, что похолодание и формирование ледяного покрова произошло аномально быстро, будто что-то катастрофическое заставило климат измениться в течение короткого геологического периода. Есть гипотезы о резком сдвиге земной коры, о падении огромного метеорита или даже о глобальной катастрофе, вызванной человеческой деятельностью. Хотя последняя версия звучит фантастически. Если климат мог так быстро измениться, возможно, именно это стало концом для любой возможной цивилизации, существовавшей на континенте. Но есть и еще более странные совпадения, связанные с периодами тепла в прошлом. Климат, что ломает стереотипы. Данные ледяных кернов показали, что Антарктида переживала как минимум несколько теплых периодов за последние миллионы лет. В эти периоды среднегодовые температуры были выше нуля по Фаренгейту, а обширные территории континента были свободны ото льда. Ученые предполагают, что в такие периоды Антарктида могла быть обитаемой для животных и, возможно, даже людей. Но странно, что некоторые тепловые аномалии совпадают с временными рамками появления загадочных артефактов в ледяных слоях. Эти совпадения породили теорию, что цивилизация могла использовать эти окна тепла для развития, а затем исчезнуть или уйти под землю, когда лед вернулся. Эта версия выглядит дикой для академической науки, но она неожиданно перекликается с рассказами о странных миссиях, которые проводились в Антарктиде в 20 веке. Странные полеты и миссии. В 1946-м США начали масштабную военную операцию под названием High Jump. Официально целью было исследование континента и тестирование оборудования в условиях холода. Однако объем ресурсов, задействованных в операции, и ее внезапное завершение породили массу слухов. Согласно неофициальным источникам, в ходе миссии были обнаружены аномалии, которые военные предпочли не афишировать. Некоторые версии утверждают, что были найдены странные подземные структуры, другие, что произошло столкновение с неизвестными объектами в воздухе. Через несколько лет в Антарктиду отправлялись и другие экспедиции, включая советские и британские, и все они неизменно возвращались с очень скудной информацией. Что же могло заставить правительство молчать о своих находках? Чтобы понять это, стоит взглянуть на то, что стало известно спустя десятилетия, когда начали рассекречивать архивы. Секретные доклады. Когда в 90-е годы начали рассекречивать военные архивы, историки нашли документы, упоминающие странные находки в глубине Антарктиды. В некоторых отчетах говорилось о металлических образованиях, найденных подо льдом, а также о тепловых аномалиях, которые невозможно объяснить природными процессами. В одном из документов упоминается структура купольного типа, обнаруженная с воздуха. Хотя фотографии в архиве отсутствовали, описание совпадает с тем, что фиксировали георадары в последние годы. Есть также сведения о контактах с неизвестными летающими объектами в районе Южного полюса. Официально это списали на сбои приборов и атмосферные явления, но в закрытых отчетах формулировки куда осторожнее и явно избегают прямых отрицаний. Эти материалы подогревают версии о том, что в Антарктиде могли скрываться не только древние цивилизации, но и нечто куда более загадочное. Контакт с иным разумом. Сторонники самых смелых гипотез утверждают, что часть находок в Антарктиде нельзя объяснить без вмешательства внешних сил, будь то внеземной разум или неизвестная древняя раса, существовавшая задолго до человека. В пользу этой версии приводят упоминания о летающих дисках, якобы виденных пилотами в районе Южного полюса, и о технологиях, которые по описаниям не похожи ни на что, созданное человеком. Некоторые конспирологи даже связывают Антарктиду с легендарным городом Атлантидой или мифами о полой земле. Научное сообщество, разумеется, считает все это спекуляциями, но нельзя отрицать, что количество странных совпадений, связанных с этим континентом, растет с каждым годом. А если учесть, что многие из этих историй появились из уст военных и исследователей, присутствовавших на месте, то возникает вопрос, возможно ли, что кто-то намеренно скрывает правду о прошлом Антарктиды? Почему правда скрыта? Вопрос, который возникает у многих. Если действительно существуют сенсационные находки под льдами Антарктиды, почему об этом не говорят открыто? Сторонники теории заговора считают, что причина кроется в политике и экономике. Если будут найдены доказательства древней цивилизации или технологий, опередивших свое время, это может перевернуть историю человечества и поставить под сомнение многие научные и религиозные догмы. Другие версии указывают на возможное наличие ресурсов, которые правительства хотят сохранить в секрете, пока не будут готовы их добывать.
Есть и более фантастические предположения, что найденные технологии могут быть опасны или слишком сложны для нашего понимания, и потому их скрывают, чтобы избежать паники. Но чтобы отделить правду от вымысла, нужно внимательно разобрать каждую из популярных историй об Антарктиде. Развенчание мифов. Антарктида окутана множеством слухов, от подземных городов и древних кораблей до секретных баз пришельцев. Но если убрать художественные преувеличения, останутся факты, которые действительно удивляют. Например, большинство историй о летающих дисках у Южного полюса имеют природное объяснение. Необычные атмосферные явления, оптические иллюзии в условиях экстремального холода или сбои приборов. А загадочные пирамиды, снятые с воздуха, часто оказываются горными вершинами с правильной формой из-за эрозии и ледникового давления. Тем не менее, некоторые аномалии остаются без ответа. Подледные озера, загадочные геометрические структуры, а также следы теплого климата в недавнем геологическом прошлом — это реальные загадки, которые пока не имеют четких научных объяснений. И именно такие факты подталкивают ученых продолжать исследования, которые с каждым годом становятся все более технологичными. Новые исследования. Современные технологии позволяют исследовать Антарктиду так, как раньше было невозможно. Георадары, спутниковая съемка в сверхвысоком разрешении, автономные подледные дроны — все это открывает новые горизонты. Недавние экспедиции выявили еще несколько крупных аномалий под поверхностью льда. Некоторые из них представляют собой идеально симметричные образования длиной в сотни ярдов. Ученые пока осторожны в выводах, но признают, что эти структуры не похожи на известные природные образования. Кроме того, международные проекты активно изучают микробную жизнь в подледных озерах, надеясь найти формы, которые помогут понять, как жизнь может существовать в экстремальных условиях и, возможно, за пределами Земли. Но чем больше мы узнаем, тем яснее становится. Ответы могут оказаться еще более удивительными, чем все мифы и легенды вместе взятые.